Не хочу обидеть никаких монахов, но, возможно, монахам пришлось много лет просидеть в заточении для того, чтобы сравниться по уровню духовного развития с человеком, который год пытался держать продуктовый магазин на Моросейке. Никогда буддийская традиция не скажет: ой, нет, это все какая-то банальщина, надо только мантры петь, да, и вращать молитвенный барабан. Даже если мы держим продуктовый магазин на Моросейке, мы можем иногда себе позволить выделять интенсивные периоды успокоения и созерцания. Давайте покаемся, девочки. Привет, это Радио Аня, подкаст про взрослых без определенного жанра. В студии сидят 3 Ани, представительницы 3 разных поколений, и обсуждают жизнь и то, как по-разному мы ее проживаем. Сегодня у нас в гостях буддийский монах и также прекрасный молодой человек. Все время хочется назвать тебя сразу, прости, мои все друзья называют Лапсанг Сушонг тебя. Вот, ты сам над собой смеешься, называешь себя картошкой, буддийской картошкой. Почему? В моей жизни был смешной эпизод, когда я был в одном из монастырей в Непале, с которыми у меня есть связь, и в которых я понемногу учился, и как-то раз за, собственно, обеденным столом разгорелась дискуссия о каком-то проекте, и один из монахов философски заметил: ну, как бы, чего мы ждем, что этот проект сразу реализуется? Мы все просто маленькие картофелины, поэтому нужно ждать, все само с течением времени придет. И меня эта философская позиция глубоко восхитила. Для меня Лапсанг стал офигенно крутым, интересным проводником буддийского знания благодаря моим друзьям, которые меня позвали на какое-то условно очередную тусовку, как мне казалось, всегда странных людей. Я ожидала прийти и услышать заумные разговоры, мантры, не знаю, палки-вонючки, вот это все, а увидела человека с МГУшным образованием, с круто поставленным голосом, с чувством юмора и способным разговаривать на простом современном языке, что меня, конечно, сразило. Я съездила даже на ретрит. Мы сделали с Лапсангом, по-моему, 2 года назад там первую такую большую группу для медитации. 4 часа про медитацию разговаривали. Мне кажется, человек 60 пришло на тусовку в Инлиберти. Последний мой супер классный экспириенс с Лапсангом случился в Клабхаусе, когда еще существовал такой проект давным-давно, Клабхаус. И динозавры летали в небе. Да, в общем, мы там сделали комнату про синдром самозванца, и в какой-то момент туда зашел Лапсанг, и я попросила его высказаться, и он сказал очень крутую вещь, которая для многих стала просто там разрывом и неким таким очень крутым инсайтом. Ты помнишь, что ты сказал про синдром самозванца? Мне кажется, я вчера про это как раз думал, предваряя запись подкаста, и если я не ошибаюсь, почти все, кто делился своим опытом, рассказывали про то, как синдром самозванца их ограничивает, и про то, как они с ним разными способами пытаются бороться. А мне показалось важным сказать, что на самом деле это в том числе и очень большой защитный механизм для социума в целом, потому что если мы все совсем потеряем синдром самозванца, и мы все будем считать себя экспертами во всех вопросах, то все плохо закончится, потому что даже наблюдая за той сферой, к которой я имею какое-то отношение, где вот, собственно, теперь осознанности с каждого утюга, я вижу, что большое количество людей не очень думают о том, а действительно ли они не обладают квалификацией для того, чтобы этим заниматься. А если бы синдром самозванца регулярно включался и спрашивал: а я точно про это много знаю? А мне не нужно еще на эту тему что-то поизучать? А я могу как-то повысить свою квалификацию? Если бы это происходило, ну, во всех, наверное, областях нашей жизни, включая политическую сферу, мы бы, может быть, чуточку лучше жили. Так что у него есть и какая-то контролируемая позитивная форма. Так как наш подкаст про взросление, то у меня, собственно, есть к тебе парочка вопросов. Есть ли какое-нибудь мнение у того же самого буддизма относительно взросления человека? Что такое вообще вот это проживание жизни, для чего нам все это дается с точки зрения буддизма? А с буддийской точки зрения нет какого-то глобального предназначения у человеческой жизни, потому что нет концепции Творца, который вот это все специальным образом таким устроил, и вот зачем. Да? Есть просто Вселенная, вот она таким образом существует, или множество, на самом деле, вселенных, они все возникают, исчезают, и вот в них существует материя и сознание. И вот все это взаимодействует между собой разными способами. Окей. Есть идея о том, что мы можем всему этому придать смысл. Мы со своей стороны можем приписать смысл своему существованию. И один из возможных смыслов, самый естественный для нас, состоит в движении к устойчивому глубинному счастью. Потому что это наша естественная внутренняя
побуждение, наш основной инстинкт, такой как бы не у Шерон Стоун, да, а у буддистов. Основной инстинкт — это стремление к счастью и просто комфорту в самых разных его видах, от удовольствия от мороженого до какого-то глубинного блаженства нирваны. Окей, мы вот в рамках этого пытаемся понять же, как же отыскать это самое счастье. Мне кажется, что зрелость, и из того, что я понимаю из буддийской традиции, это не очень много, мне кажется, что зрелость, она в значительной степени подразумевает большее понимание того, как же этого счастья на самом деле можно достичь. Потому что когда мы совсем незрелые, мы думаем, что да, мы лежим, да, в колыбели и как бы вопим, потому что у нас там нам не дали игрушку, или нам не дали мамину грудь, или что-то еще. И вот мы думаем, что вот так счастье обретается, он целиком полностью зависит от этих факторов. Если громко орать, то тебе счастье придет. Ну, как бы это не зрелость, да? Но мы, может быть, и в 50 лет мы думаем, что счастье — это когда ты, как только что сделал Джефф Безос, да, это когда ты покупаешь один огромный корабль, а рядом еще один корабль, на который будет приземляться твой вертолет, потому что твой вертолет не может приземляться на твой основной корабль. Это как-то не камильфо. Как бы это тоже глубокий уровень незрелости с буддийской точки зрения. Потому что это совершенно непонимание, во-первых, того, как ты влияешь на мир, и того, что ты мог бы сделать с этими ресурсами в плане решения всех мировых проблем, откровенно говоря. А во-вторых, это совершенно непонимание того, как это все влияет на твою собственную психику и ее счастье, вот твое субъективное счастье. А когда это понимание возникает в результате жизненного опыта, того, что тебя жизнь потрепала, или того, что тебя кто-то этому обучает специально, того, что тебе 7 лет, может быть, у тебя в школе есть курсы эмоционального интеллекта, что угодно. Вот когда это понимание возникает, это зрелость. Она может быть все больше и больше и больше. И с буддийской точки зрения она еще естественным образом сопрягается с ответственностью. Есть 3 таких уровня зрелости с буддийской точки зрения, с тибетской в частности. Первый — это про ответственность за то, что ты совершаешь на физическом и на вербальном уровне. Второй — это твоя ответственность за твой собственный ум. И того, что, все внешние источники поддержки, типа психотерапевт и так далее, это все важно и актуально, но в конечном итоге, как скажет любой психотерапевт, психотерапия не даст вам таблетку, чтобы все прошло. Она просто оформляет процесс внутренней работы. То есть нельзя прийти к психотерапевту, и он махнет волшебной палочкой, и все само собой рассосалось. Психотерапевт просто создает условия, предсказывает методы, направляет процесс и так далее, в зависимости от того, какой это тип психотерапии. Но окончательно ответственность несу я. Я решаю, идти или не идти к психотерапевту. И я думаю или не думаю нужные мысли. А третий уровень — это уровень, когда я понимаю, я не только за свое внутреннее счастье, несчастье отвечаю, я еще отвечаю за счастье, несчастье всех остальных. По крайней мере, своего ближайшего окружения, но косвенно вообще-то и за все, что там происходит в экологической, социальной сфере и так далее. Давайте покаемся, девочки. У меня ощущение, что я на первой стадии зависла, потому что я не всегда осознаю ответственность за ощущение другого человека, говоря те или иные вещи. Честно говоря, мне сложно представить себе ситуацию, в которой обычный человек это делает постоянно. Да, безусловно, это некоторое стремление, это какая-то аскеза, которую ты на себя берешь, ты стараешься это делать, но мне сложно представить уровень осознанности, при которой ты действительно осознаешь свое влияние каждого своего слова на другого человека. Мне кажется, ты очень в экстремальные вещи опускаешься, когда говоришь об аскезе и прочем. Мне кажется, такие вещи, они так или иначе интегрируются и приземляются на нашу более светскую жизнь, если честно, в наших бытовых действиях. Я, например, про себя, работая в рекламе, я знаю, что я беру на себя ответственность за то, что я делаю, потому что реклама имеет очень большое влияние на умы людей. Я работаю с достаточно большими брендами и так далее, так далее, так далее. И понимая свой уровень навыков и знаний, я точно знаю, что я могла бы работать в каком-то гораздо более мощном и большом агентстве, зарабатывать в 3 раза больше денег и делать проекты, как, условно говоря, там Альфа-банк, где Моргенштерн сжигает 100 тысяч рублей на камеру. Но что, очевидно, нам всем абсолютно безответственный какой-то, зачем вообще такое делать, это какой-то полный бред. Я выбираю все-таки следовать принципу того, что я хочу нести в мир благо, и создавать проекты, соотнося их с этим своим принципом, иначе я себя просто не буду уважать. И мне это важно. И мне кажется, что это мой способ приземления, условно говоря, той самой аскезы на какую-то реальную бытовую жизнь. Да, я бы не стал это называть аскезой, конечно, я бы сказал, что это больше, про саморефлексию, например. И, конечно, вот этот начальный уровень, он не про то, чтобы осознавать влияние каждого моего действия, как оно там отзовется через 10 миллионов лет, да, или там на какие-то более отдаленные круги людей скажется. Там самые простые базовые правила, которые нам в том числе из христианства хорошо известны. Перестать убивать,
И даже здесь уже столько вопросов и столько возражений, как мы видим, например, в Соединенных Штатах, где огромная дискуссия развернулась вокруг, и уже много лет, десятилетий даже продолжается, вокруг запрета на использование полуавтоматического и автоматического огнестрельного оружия среди простых людей. Как вы смеете у меня отбирать мое огнестрельное оружие? Там даже Но, по крайней мере, мы начинаем понимать, вообще-то, если я кого-то убиваю, я влияю на жизнь этого человека, и не только этого человека, но и его ближайшего окружения. Или если я там отстреливаю, не знаю, ради забавы тигров, это скажется на том, что скоро тигров не останется. То есть вот совсем такой базовый уровень, с него тоже начинается. А в том, что касается, например, вербального какого-то компонента, для нас многих очевидный пример, еще недавно очень рудиментарным было понимание того, что, в общем-то, почти все, что родители говорят своим детям, влияет на их последующую жизнь. И обратная сторона этого — это не боязнь перед тем, чтобы вообще рот открывать. Такой есть буддийский принцип. Нужно наметить две крайности, между ними пройти. Это срединный путь, да? Вот одна крайность — вообще бояться рот открывать рядом со своими детьми. Или бояться вообще высказывать хоть какие-то критические замечания. Что ребенок, который полностью не имеет никакой обратной связи, может докатиться до психопатических состояний. Это тоже ничего хорошего никому не принесет. А другая крайность — это вообще полное отсутствие понимания того, что там весь фэт-шейминг, скинни-шейминг, и вот это все, что мы извергаем на своего ребенка, это имеет хоть какие-то последствия. И где-то между ними, соответственно, мы ищем все время вот эту золотую середину. То есть вот этот первый уровень, он про это. И да, конечно, на каком-то самом глубоком уровне мы все думаем, что мы поступаем наилучшим образом, или мы, по крайней мере, не рефлексируем вообще. Есть огромное количество людей, которые вообще не рефлексируют, потому что их не учили этому навыку. Это вот самая большая культурная трагедия. Глобально наше образование, даже не только российское или русскоязычное, а вообще глобально, оно очень мало прививает навык этической саморефлексии, эмоциональной саморефлексии и так далее. И так потрясающе, что появляются вот эти проекты, которые про преподавание эмоционального интеллекта среди детей, и Далай-лама во многие из них вовлечен с разными университетами, типа университета Эмори, потому что там появляются вот уже, соответственно, ваши дети, да, там им будет 6-7 лет, их смогут научить вот всем этим навыкам эмоционального интеллекта всего на свете, и они потом, когда они окажутся в рекламных агентствах или будут спасать мир от экологического разрушения, у них будет вот этот потрясающий внутренний инструментарий. Но мы не можем просто так сказать, давайте дождемся, пока их всех так обучат, потому что, к сожалению, корабль уже горит, и нам тоже нужно срочно набирать эти навыки. И вот мы так запоздало придумываем, где все это взять, хотя постсоветская система образования просто не смогла нам это, к сожалению, предоставить. Мне интересно, я только сейчас осознала, что, опять же, в период юности, когда мне говорили: Аня, тебе надо просто полюбить себя. И я прям: да пошли вы нахер. В смысле, вы можете мне объяснить конкретно? Дайте мне пошаговое действие. Что значит любить себя? Мне кажется, что я себя люблю, я же себя кормлю, мою каждый день, одеваю, причесываю, чем я не люблю. Вы можете мне как-то... И никто из моего окружения не мог объяснить, несколько, достаточно большое количество людей давали мне этот совет, но объяснить, что значит любить себя, мне никто не давал. У меня есть буддийский ответ, да, и свое собственное дополнение к нему. Собственно, когда там буддисты говорят, что нам нужно полюбить себя. В буддизме есть такие тоже тезисы, хотя они чуть получше спрятаны, чем в нашем социуме, потому что исторически у людей, живущих в Азии, было меньше проблем с любовью к себе, чем у нас сейчас, в силу разных внешних факторов. А почему так? Есть знаменитая история про то, как в рамках одной из крупных конференций «Ум и жизнь», где Далай-лама беседует с крупнейшими учеными, разгорелась дискуссия о ненависти к себе. И Далай-лама впервые услышал о таком понятии, о том, что, оказывается, себя можно ненавидеть. И все тибетцы тоже, которые рядом с ним находились в рамках делегации, не могли себе вполне представить это как можно себя ненавидеть. А когда спросили, собственно, присутствующих западных людей, кто из них переживал подобное состояние, руку подняли все. Для нас это очень знакомое состояние в тех или иных вариациях, и там много можно рассуждать про культурные истоки этого, греко-римские, иудео-христианские и советские в нашем случае еще дополнительно. Но, наверное, важнее, что с этим делать, когда оно появилось. И вот оказывается, что с этой буддийской точки зрения, окей, если у тебя проблемы с любовью к себе, первое, что тебе нужно сделать, постоянно устойчиво желать себе долгосрочного, устойчивого благополучия, счастья. Не закрываешь глаза на свои недостатки, не говоришь себе, это никто не понимает, что я на самом деле самый великий человек, и примите меня таким, какой я есть, примите вот это мое истинное я, которое там сейчас всем вам нагадило, да, а может сказать, да, вот это все было очень неудачно в контексте, это все были неудачные поступки, и все же, несмотря на это, я желаю себе счастья и причин счастья. Я могу сказать, что я по собственному опыту разделяю свою жизнь на две части, где в первой части я уже даже был монахом, и там все предшествующее до этого, и
у меня был какой-то, наверное, уровень доброты и терпимости по отношению к себе, но я бы могу сказать, что он был не оптимальным. И потом период, когда я выполнил длительный затвор по этой практике, ну, не у всех есть возможность сделать затвор, зато, может быть, у всех есть возможность понемногу встраивать это в свою повседневную жизнь. Понемножку тут 5 минут потренироваться, тут 10, тут просто занимаясь работой, в этом упражняться и так далее. Есть разные способы. И вот второй период моей жизни, после того, как я как бы очень глубоко над этим целенаправленно поработал, и возникло совершенно иное мироощущение. И это как бы первый вот буддийский ответ, что такое любовь к себе. Но мое личное дополнение состоит в том, что я на самом деле тоже буддийская по природе, но про него очень реже можно услышать в каких-то совсем уж массовых источниках. Состоит в том, что этому должно предшествовать еще одно очень простое умственное состояние, которое с тибетского иногда переводят словом «нежность» или «забота» или «небезразличие». Если любящая доброта смотрит там, например, на 3 Ани и говорит: «Ани, я желаю, чтобы вы обладали счастьем и причинами счастья», вот это более базовое, такое более первичное, такая стволовая клетка как бы смотрит на 3 Ани и говорит: «Ани, как здорово, что вы существуете». И вот эта нежность, еще предшествующая доброте к себе, я как бы смотрю на себя в зеркало, да, я думаю, как здорово, что я просто есть. Это очень здорово. Я могу сказать, что мне кажется, что история про любить себя для меня постигается. В 20 лет я бы сказала: да, я себя люблю, я там типа все для себя сделаю. И я типа, если люблю себя, то я также по отношению к другим поступаю. Ни хрена. Я была достаточно жесткой по отношению к самой себе и называла это любовью, и жесткой по отношению к другим людям. Сейчас, да, я чуть поосознаннее стала, но если честно, мне кажется, что это тоже все не про любовь, потому что это про осознанность. А у любви есть какая-то другая коннотация, которую, возможно, другими словами я не смогу даже объяснить, а это только какое-то ощущение по отношению к себе. Когда ты вот сейчас я себе ощущение сказала, и это у меня такое, я в таком держу себя в облачке, таком мягком. Вот, кстати, я тебя здесь поддержу, потому что мне очень сильно кажется в последнее время, что любовь очень сильно связана с ощущением безопасности. Будь это любовь в партнерстве с другим человеком, он должен тебе давать ощущение безопасности. И, мне кажется, что для женщины это очень базисное чувство, на самом деле. Для мужчины, может быть, не в том контексте оно воспринимается. И, может быть, как раз любовь к себе — это тоже во многом давать себе ощущение безопасности. По большому счету, моя идея позвать Лапсанга и поговорить на тему жизни и интеграции в нее покоя какого-то родилась из понимания, что мы можем либо быть некими наблюдателями, и как будто бы буддийская культура это предлагает нам в качестве некого подхода к жизни, что ты в некой метапозиции все время разделен от реакции того, что с тобой происходит, наблюдаешь, созерцаешь, и вот это все. Либо вторая часть — это ты какой-то в процессе, бежишь, что-то делаешь все время в активной фазе, но ты, возможно, в этот момент упускаешь момент наблюдения и, там, допустим, рефлексии. Я почему задумалась об этой истории? Потому что я сейчас после 10 лет работы на саму себя присоединилась к команде и работаю в полноценном проекте, у которого есть ежедневная какая-то деятельность, бизнес-планы и все остальное. Я начала чувствовать, как я не успеваю переваривать все эмоции и все вещи, которые со мной случаются, они меня просто заваливают таким как бы глобальным массивом. И моя психика работает на другой скорости. И этот человек, у которого психика работает на этой скорости, это не Аня, которую я себе там 10 лет сейчас создавала. Это такая стрессовая Аня, у которой сразу реакция пожестче, как бы поменьше эмпатии. И я вот в таком вот типа режиме. И у меня такой большой вопрос. Мне, с одной стороны, безумно прикольно от этого ритма. С другой стороны, а не пропускаю ли я в этот момент жизнь? Но как только я опускаюсь опять в состояние созерцания, возникает следующий вопрос. Почему я никак не проявляюсь в этой жизни? То есть, условно, только созерцать — это вообще окей? Как бы за этим мы на эту планету пришли. Неудивительный первый ответ, наверное, со стороны буддийского монаха. Да, совершенно нормально быть человеком, который вообще только созерцает, но большинство людей не имеет такой возможности. Потому что, как сказали бы в Соединенных Штатах, это предполагает большую степень привилегированности, либо, если ты живешь действительно в капиталистическом обществе, привилегированности материальной, у тебя просто должны быть средства на то, чтобы, знаешь, заниматься бесконечным созерцанием. Либо, если, да, ты живешь в такой стране, как Тибет, до оккупации 1959 года, там тебя общество в какой-то степени поддерживать в этом бесконечном созерцании, но ты живешь в очень простых условиях все равно. Большинство из нас не находится ни в той, ни в другой ситуации, даже буддийские монахи. И большинство из нас находит себя в обстоятельствах, где мы должны как-то сочетать, да, какой-то созерцательный компонент и деятельный. Буддийский монах
монахов тоже совершенно касается, потому что все, что там в моей собственной жизни связано с переводами, устными, письменными, вот это надо написать, отредактировать, запостить, это все. Ну, это тоже активность, и она тоже может быть более или менее лихорадочной с моей стороны. Первое такое общее соображение здесь в том, что нам очень поможет в попытке сидеть на двух стульях некая схема, с которой мы себя сравниваем. И вот, например, одна из буддийских схем предполагает, что даже если мы человек, который, собственно, очень глубоко погружен там, в продвижение к, не знаю, состоянию Будды, и вот мы как бы внутренней работой какой-то очень заняты, мы все равно в этом процессе должны в том числе заниматься вещами, связанными с внешним миром. И начинается все вообще даже не с медитации, где мы там много лет медитировали в пещере и вдруг просветлели, а с практики щедрости. Потом идет практика нравственной самодисциплины, где мы просто стараемся не вредить другим, по возможности им помогать. Потом идет терпение, в рамках которого мы стараемся не быть такими реактивными в плане внешних раздражителей, как бы не кидать обратно утюг в человека, когда он кинул утюг в нас, а продумать, как здоровые границы выстроить. Да? Потом мы развиваем как бы какие-то радостные усилия, то есть способность с энтузиазмом заниматься любимым делом. Мне кажется, у тебя с этим все очень классно, Аня. И потом в дополнение к этому мы еще развиваем сосредоточение, какие-то инсайты, прозрения относительно того, как устроена моя личность и все остальное. И вот как мы с этим работаем? Начинается все с того, что мы порождаем во всем, что мы делаем, будь то профессиональная деятельность или поход в туалет, позитивную мотивацию. А в дополнение к ней уже дальше мы можем просто проходить по этой схеме и спрашивать себя. Ну, например, мы выбрали вот эту 6-частную схему, до которой с щедрости начинается. И вот я в конце дня себя спрашиваю, так, что у меня сегодня с щедростью получилось? Потом следующий пункт. Получилось у меня сегодня поменьше вредить другим, побольше им помогать? Как мне было с терпением? Как мне было с радостными усилиями? И, конечно, важный компонент, удалось ли мне в день встроить какой-то элемент сосредоточения, ну, как бы посидеть спокойно, да, понаблюдать за дыханием, например. И удалось мне в какой-то степени осмыслить, что все это существует во взаимозависимости, больше понять контексты и вот это все такое прочее. И я как бы по итогам вот этой инвентаризации вижу, так, завтра мне нужно вот это подкрутить. Я там не понаблюдал за дыханием, орал на всех весь день, и с щедростью тоже был не очень. Окей. Я знаю, что завтра Зато писал много. Да, зато, по крайней мере, когда я писал, я, не знаю, порождал любящую доброту. Да, совершенно здоровая история. Очень важная для буддийской традиции, и для светской осознанности, где всех учат осознанно есть конфету, да, осознанно принимать душ, вот это все про такое прочее. Я абсолютно солидарна с тобой, я очень хорошо понимаю то, о чем ты говоришь, но мне кажется, что есть еще дополнительный фактор, который ты не упомянула, который выбивает нас из состояния покоя или баланса, даже если, условно говоря, мы следуем всем этим прекрасным заповедям и ловим его, есть информация. И социальные сети — это то, где информация к тебе попадает вот так вот, и попадает не обязательно, когда ты этого хочешь. Тебе друг скинул какую-нибудь статью, какую-то сплетню, чей-то сторик, где ты увидел что-то, что ты не хотел видеть, а ты, может быть, я просто очень часто своим друзьям говорю, что зачем вы мне это скидываете, я не хотела это увидеть. А там мем с кошечкой. Это не самый плохой вариант. Это не самый, да, обычно какие-нибудь сплетни отвратительные. И потом ты еще должен жить как-то с этой информацией дальше, хранить ее в себе. Я обычно в этом случае начинаю просто продолжаю сплетничать и передаю эту информацию, чтобы не держать ее в себе. Так родились письма счастья, перешли 10 друзьям, и будет тебе счастье. И вот как бы жить, пытаться ловить баланс, когда действительно в любой момент к тебе может просто влететь эта птица счастья с письмом несчастливым абсолютно каким-то, и ты не можешь контролировать этот процесс, к сожалению. Можно удалиться из всех соцсетей, но, в принципе, как бы мое поколение и поколение младше уже выросло так, что как бы соцсети — это наша третья рука. Но мне помогают две вещи. С одной стороны, как и все, я стараюсь фильтровать информацию разными способами, вплоть до того, что я там своим ближайшим друзьям, которые мне что-то могут пересылать, я им говорю, вот это мне, пожалуйста, не пересылайте, потому что у меня нет там вот на это ресурса. У меня есть какие-то свои способы получения новостей. Я не могу там открыть какие-то более центристские или либеральные даже источники, просто взять и прочитать все, что там написано. А у меня там есть какие-то обходные каналы, через которые до меня все доходит, так что я получаю информацию, но при этом как бы моя психика не испытывает перегруза. В буддийской традиции есть такой специальный подход, который называется тренировка мышления. Это про то, как учить себя конструктивно относиться к жизненным сложностям. И это все можно описываться через какую-то буддийскую призму. Ну, такие, знаете, классические кондовые подходы, что типа вот там, я не знаю, у меня вдруг заболела нога, и я думаю, что так созревает и очищается моя неблаготворная карма, что-то такое. То есть это схемы, которые не всем подойдут, потому что многие люди не верят в карму, не интересуются всеми этими вопросами. Но есть тогда другие какие-то более светские варианты. Например, думать, что окей, у меня сейчас болит нога, это помогает мне развивать эмпатию и сострадание к другим.
обо мне говорят какие-то неприятные вещи, я теперь начинаю понимать, каково живется социальным группам, про которые вообще всегда говорят только негативные вещи, например, в конкретном социуме. Я там начинаю понимать, что это помогает мне больше ценить спокойные периоды в моей жизни, развивать внутреннюю ресурсность, успокаивать в своем даже затруднительных обстоятельствах и так далее. То есть я начинаю видеть позитивную сторону происходящего, при этом ни в коей мере не отрицая негативную. И я специально в этом упражняюсь, потому что это такая же практика тренировки, как поход в спортзал. И на самом деле эти практики действительно, если их очень глубоко впитать, как там сделали особенно тибетцы, когда началась вначале оккупация, потом культурная революция, это все, то они могут оказаться очень мощной защитой, в том числе от посттравматического синдрома и всего остального. И как раз на эту тему довольно большой объем есть просто данных, в том числе история про то, как Ричард Гир устраивал в Соединенных Штатах крупную конференцию для людей, которые пережили длительное тюремное заключение. В том числе там были 2 буддийские монахини из Тибета, которые в силу оккупации во-первых, содержались в тюрьме, во-вторых, подвергались сексуальному насилию со стороны армейского персонала, который занимается концлагерями, и вот это все. И у них не обнаружилось никаких признаков посттравматического расстройства, несмотря на это совершенно чудовищный с человеческой точки зрения опыт, невозможно это отрицать. И, собственно, в попытке понять, чем они отличаются, может быть, от заключенных из других стран, помимо того, что, они там с Тибета, да, со страны снегов, мистика такая, они, наверное, там все понаблюдают. Оказалось, что, и все до этого все примерно представляли, что просто в их жизни очень-очень большую роль играют вот эти практики преобразования твоего отношения к ситуации. И это не означает, что только тибетцы на такое способны. Я много таких знаю историй про заключенных, потому что некоторые из моих учителей работали большое количество времени с заключенными в американских тюрьмах, французских, австралийских и так далее. Ты рассказывал про то, что вот есть работа, а есть жизнь. Почему мы разделяем работу и жизнь вообще так жестко? Есть масса способов расти через деятельность и находить спокойствие через деятельность. Предприниматели очень часто бывают такими духовными и сильными людьми. Не хочу обидеть никаких монахов, но, возможно, монахам пришлось много лет просидеть в заточении для того, чтобы сравниться по уровню духовного развития, с человеком, который год пытался держать продуктовый магазин на Моросейке. Я образно говорю, потому что это действительно большая школа роста. Я согласна с этим, но, если честно, иногда хочется просто отдохнуть и не расти все время. В принципе, открытый ум и исследовательская позиция — это достаточно трудозатратная штука, на которую надо просто очень много генерить энергии. Условно, на 2 часа активности нужно, я не знаю, хотя бы полчаса покоя, из этой оперы. То есть какой-то баланс между тем и этим, чтобы пропустить, успокоиться, чтобы эмоции прошли, чтобы, раздражение на физическом уровне ушло. А то, знаешь, у тебя вдруг бац, и ты смотришь, что у тебя уже руки в кулаках, и хочется кому-то врезать. А ты уже на такой стадии развития, что ты никого бить, конечно, не пойдешь. Мне кажется, очень важно, если честно, устанавливать себе обязательные ритуалы в таком режиме. У меня тоже бывают периоды в жизни, когда я вхожу в такой режим по рабочим причинам, и у меня просто есть обязательные ритуалы, что, например, я с утра встаю, я до 11 часов не залезаю в рабочие чаты, я сижу с кофе, читаю книжку, но это обязательно, но я просто умру, если этого не будет. Или каждый четверг на 3 часа я выпадаю, в принципе, из социальных сетей, потому что я иду к психотерапевту, мне нужно сначала какое-то время, чтобы подготовиться к этому, потом, соответственно, сам сеанс, после этого я прогуливаюсь до своего дома и слушаю музыку, неважно в какую погоду, просто важно, чтобы выйти уже обратно из этого состояния, потому что для меня это опорные точки. Есть немножко другое разделение, которое, собственно, буддийская традиция нам предлагает, не на жизнь, активность, а такая простая аналогия. Нам нужно вдыхать и выдыхать. Если я, например, что-то генерирую, предположим, в своей работе, перевожу, пишу что-то, лекции читаю, это как бы выдох. Вот моя такая работа. Тут надо что-то провести, тут что-то перевести, тут что-то опубликовать. Окей, у всех нас разная в этом смысле работа, мы разные извергаем в мир, и, конечно, когда мы извергаем что-то в мир, мы тоже стараемся думать про экологичность этого нашего извержения, насколько то, чем мы занимаемся, делает мир лучше или хуже. Для меня это интересный всегда вопрос, потому что до монашества я работал в соцмедиа, и, понятно, когда ты занимаешься сочинительством постов для продвижения того или иного бренда, встают этические вопросы с этим связанные. Это важно и интересно. Но это про выдох, да? Окей, а где я беру ресурс на то, чтобы все это сделать? Вот как происходит мой вдох? Потому что если я буду только выдыхать, то я быстро отброшу копыта, и никому от этого пользы не будет.
произойдет выгорание, очень простыми словами. Это всех. Крутое сравнение, кстати. Ну, оно касается как тех, кто работает в творческой индустрии или там в какой-то коммерческой, так и, разумеется, необычайно важных людей в социальной сфере, которые первые стали понимать, ой, если вот мы не принесем сейчас, например, в клиническую профессию всякие вот эти практики осознанности и всего остального, то мы все попадаем от выгорания, потому что, ну, а что делать-то? Такая жизнь. И дальше мы начинаем вести диалог с собой, с другими людьми, со своим работодателем про то, как мы можем обеспечить всем сотрудникам вот этот период вдоха. И нет однозначных простых решений, есть кейсы, да? Кейсы про то, как там, например, Google предлагает вам, как сотрудникам, американский Google, я не знаю, как в российском это происходит, но как сотрудникам предлагает вам шеф-поваров, которые там же в офисе вас будут кормить отличной едой, предлагает вам собственные разработанные внутри методы осознанности, психотерапии и все остальное, но вы там будете находиться там с утра до вечера, и просто вам все это предоставят, весь этот дом, но насколько для вас лично это комфортно и оптимально, и в том числе этически оптимально с точки зрения того, что вы дальше в мир развергаете, это уже вопрос к вам лично, да, и также здесь там можно провентилировать какие-то вопросы со своим работодателем и сказать, знаешь, я если работаю там 6 часов подряд буду сидеть отвечать на письма, у меня не будет просто ресурса, давай подумаем, как встроить паузы в мой день для того, чтобы я мог приходить в себя. Но есть также просто внутренняя составляющая, и она очень про как раз ежедневные ритуалы, и здесь есть, наверное, просто совсем житейские ритуалы в плане действительно выпить кофе и почитать книжку, это все необычайно важно. То есть никогда буддийская традиция не скажет, ой, нет, это все какая-то банальщина, надо только мантры петь, да, и вращать молитвенный барабан. Нет, абсолютно не так, потому что все это части нашего обыденного благополучия, нашей гедонии, и она необычайно важна, потому что говорить, что не нужно пить кофе и читать книжку, это то же самое, что говорить, что не нужно есть вкусную еду, нужно только духовностью заниматься. Но с буддийской точки зрения духовность — это полный синоним слова психологичность. Потому что в буддизме нет ни души, ни духа, есть только ум. И, значит, действительно, как одна Аня сказала, можно развивать свое психологическое, будучи владельцем магазина на Моросейке, можно, медитируя в пещере, можно разными способами. Просто мы в идеале имеем весь этот арсенал, и даже если мы держим продуктовый магазин на Моросейке, мы можем иногда себе позволить выделять интенсивные периоды успокоения и созерцания. А потом мы возвращаемся к своей работе и в ней продолжаем развивать психологическое в рамках этой работы. И как раз здесь очень помогают схемы, по которым мы можем себя иногда просто так вот проверить. Ну, чек-листы, по сути, да, и спрашивать себя, а был ли у меня сегодня период на то, чтобы вдохнуть? И очень помогает мотивация. И в том числе вот любящая доброта, про которую мы говорили, это тоже одна из форм мотивации. Даже просто поддерживать ее. И когда я говорю с коллегами, и когда я сижу на унитазе, и как бы развивать ее, генерировать ее, да, и когда я отвечаю на письма, и когда я проверяю Инстаграм, когда я пью кофе, и когда я читаю книгу, во всех ситуациях это уже на самом деле огромный элемент, помогающий нам вдыхать непрерывно. Что делать? Вдыхать почаще. Рубрика. Нет, вот я выхожу со встречи и понимаю, что во мне 0 доброты любящей. Вообще нету просто. Меня бесит все. Меня бесит голубь за моим окном, который бьется. Меня бесит сосед, который нюхает дорожки кокаина в 3 часа дня, а я 4 часа уже отработала. И я себя, в принципе, тоже достаточно сильно бешу, потому что я уставшая, у меня нет ресурса. Что делать? Универсальные рецепты, да, про поспать, выпить воды, пройтись и так далее, они всегда, ну, то есть мы всегда начинаем с этого. Прогуляться. Вот да. у меня, я поняла, что у меня прогулка, хождение, у меня вот я выхаживаю злость. Ну, и она в каком-то смысле имеет отношение также к телесно-ориентированным практикам, потому что прогулка — это тоже телесно-ориентированная практика. Так же, как некоторые люди говорят, там, что они после напряженного рабочего дня идут в качалку, там, и все у них проходит. И качалка помогает лучше, чем психотерапия, которую они, правда, при этом все равно не посещают, но все равно, как бы, это тоже верное утверждение, сказать, что для меня спорт — это моя форма терапии, моя форма работы с эмоциями. Окей, это все здорово. Но в дополнение к этому, как бы просто вот уже на уровне ума, потому что, ну, можно там идти, да, прогуливаться, просто созерцать виды вокруг, можно с кем-то разговаривать, можно книжку слушать, что угодно можно еще делать, или можно там внутри какие-то процессы вести. Мы просто часто ходим и подвергаемся руминации. Потому что если я там иду 10 тысяч шагов, и я при этом пережевываю опыт этого совещания, как меня там все бесит, но это не очень тоже тогда удачный вариант. Что я могу вот здесь поменять? Ну, первый шаг, как бы, да, я, может, себя тоже еще подбешиваю, но первый шаг — вернуться к тому, что мы в противоположность любящей доброте бы назвали состраданием к себе. А сострадание, у него обратное определение. Пожелание себе свободы от дискомфорта и его причин.
Я пытаюсь себе представить, как я стою на кухне, беру воду, такая, я желаю себе свободы, дискомфорта, я желаю... Это как? Мгм. Ну, есть просто конкретные технические приемы уже, да, и вначале нужно осознать, что мне сейчас хреново. Второй, нужно осознать, что два варианта. Либо осознать, что плохо не только мне, сейчас много кому еще плохо, либо осознать, что плохо мне не только сейчас. То есть нужно... Мне больше нравится первое. Очень печальная ситуация. Нет, на самом деле это про осознание общности. То есть когда нам плохо, мы склонны думать, что я сейчас самый несчастный человек на Земле, и вот эта конкретная ситуация самая ужасная в моей жизни. Но это по факту не так. Во-первых, я не самый несчастный, много вокруг несчастных, да? А во-вторых, в моей жизни было, будет и есть еще много других неприятных ситуаций. То есть мы как бы растягиваем контекст для того, чтобы нам устранить туннельное видение. И третий компонент, один вариант сказать как бы себе, пусть я отношусь к себе с мягкостью, или как бы себя погладить, буквально рекомендую там руку на грудь положить немножко, как бы поддержать себя так тактильно. Просто мы с собой говорим так же, как мы говорили бы там, опять-таки, со своим ребенком или с дедушкой, с бабушкой. Пусть ты будешь свободен от страданий, да? Пусть тебе станет легче. Боль перейди на кошечку, вот какие-то вот эти есть присказки, да? Безжалостные совершенно, да, по отношению к кошечкам. Но тут смысл в том, что пусть мне сейчас полегче станет, как бы. Пусть это уйдет, да? И это, вот эти три компонента, они про то, как включить это состояние. Чем больше мы в них упражняемся, тем легче оно с каждым разом происходит. Еще у меня такой вопрос. В какой-то момент, предложив тебе тему про жизнь, ты мне сказал, что тебе эта тема интересна, потому что ты на эту тему еще и книгу выпускаешь. Расскажи нам, пожалуйста, немножко про эту книгу, когда она выйдет, и о чем она, и что побудило тебя написать ее. Ну, мы сдаем откорректированный вариант текста в издательство в августе. После этого пройдут какие-то недели, включающие верстку и все такое прочее, и где-то осенью книга должна появиться в печати. Книга про медитацию в основном. С одной стороны, ну да, просто сборник классных рецептов на тему того, как постепенно освоить медитацию в разных ее аспектах. Но там есть сквозная тема, и это тема спокойствия и сохранения спокойствия, когда мы пытаемся заниматься самыми разными жизнетрепещущими вопросами, включая нашу социальную деятельность, политическую или просто взаимодействие с другими людьми вообще. То есть книжка во многом про то, как, используя какую-то последовательную тренировку ума, научиться сохранять внутреннее спокойствие, внутреннюю устойчивость, внутреннее безмолвие, даже когда нам нужно куда-то бежать на баррикады и там что-то срочно менять. Интересно, я просто вспоминаю, когда я впервые познакомилась с медитацией 10 лет назад, преподаватель по йоге сказал мне про спокойствие ума, и я такая, в смысле? Он мне говорит, ну смотри, ты как синусоида, ты-то очень счастливая, потом ты очень грустная, у тебя все такое контрастное. Нужно стремиться к тому, чтобы выравнивать свое настроение, чтобы быть спокойной. И мне показалось это таким ужасным. Мне показалось, что моя жизнь просто будет катастрофически бессмысленной, если вдруг вот этих вот пиков не будет. То есть я была готова мириться с периодами катастрофически депрессивного лежания дома ради того, чтобы испытывать полный восторг от жизни. Сейчас я рада тому, что все-таки 10 лет меня подвыровняло, но можно ли, есть ли какие-то условия, которые позволяют тебе осознать, что спокойствие — это то, что тебе нужно? Счастье можно называть очень разные вещи. И есть счастье, связанное со стимуляцией, и вот оно про эти взлеты и падения во многом. А есть счастье, связанное с глубокой уравновешенностью нашего ума. И то, что греки называли эвдемонией, и то, что в наше время исследует школа позитивной психологии Мартина Селигмана. Как глубокая, не знаю, все вот эти хэштеги, да, ресурсность или внутреннее процветание, разные слова используются, внутреннее глубинное благополучие. Переводить это пытаются разными способами. На санскрите это просто иногда называется самьяк-сук, подлинное благополучие, подлинное счастье. И вот оно отличается от вот этих взлетов и падений, потому что это не про стимуляцию, а потом ее отсутствие или какую-то негативную стимуляцию, потом снова приятную, потом снова неприятную, вот так далее. А про фон, на котором мы можем наслаждаться какими-то внешними объектами, переживая, да, может быть, какие-то незначительные взлеты и падения. И этот фон может оставаться устойчиво ясным, спокойным, радостным, благополучным. Либо, если мы от природы очень одарены в этом вопросе, и есть люди, которые очень евдемонически одарены от природы, вот мы как бы говорим, что это такой солнечный человек, он всегда сохраняет радостность, жизнерадостность, да, спокойствие, сострадание, доброту, всякие такие вот качества. Такие люди есть. Но их меньшинство, да, и в том числе даже на таких людей влияет общество, влияет
мама, как мы узнали из одного из предшествующих выпусков, да, много чего еще влияет наш травмирующий опыт. И поэтому большинству из нас нужно с этим работать разными способами, и туда все включено, и психотерапия, и йога, и любое психологическое образование, и все наши внутренние практики, как бы мы это ни называли, ни компилировали. И вот оно все, если мы правильно это скомбинировали, помогает нам развить вот это спокойствие, в котором в том числе и внешними объектами, и внешними ситуациями наслаждаться удается в большей степени. Это очень крутое замечание. Мне кажется, на нем надо завершать наш разговор. Спасибо тебе большое, что пришел. Очень много над чем есть подумать. Хочется уже переслушать наш разговор для того, чтобы, может быть, даже что-то записать. Это была радио Аня и еще Лапсанг. И буддийская картошка лапсанг. И мы надеемся, наш разговор был вам полезен. Пишите свои комментарии, оставляйте отзывы, предлагайте темы. Вы знаете, где нас найти.